Ultimate. Это настоящий ультиматум, попытка изменить вселенную, повернуть вспять привычный ход вещей. К чему это я? Помните, недавно я показывал крутой моющий пылесос от Well F16, регулировка воды рычагом под рукоятью, отмывание пятен и грязи, а потом еще и самоочистка валика на док-станции. Так вот, теперь вышла ультимативная версия этого пылесоса от Well F16 Ultimate. У него более производительный аккумулятор, более мощный мотор, качество самоочистки довели до совершенства, еще и функцию просушки добавили. При этом ценник возрос не так, чтобы сильно. Обычный F16 стоит 24 тысячи, Pro-версия 25, а за Ultimate просят 27. На фоне дорогостоящих конкурентов с ограниченным функционалом предложение очень интересное. Но окончательный вывод мы сделаем только когда погоняем пылесос по стендам и проверим качество уборки. А начнем, как обычно, с комплектации. В коробке нас ждет сам пылесос, съемный аккумулятор, адаптер с евровилкой, док-станция с поддоном, бак для чистой воды и штанга с рукоятью. Их нужно установить на моторный блок пылесоса. Ёршик, кисточка, шестигранник, инструкция на русском языке. Комплектация такая же, как у базовой модели, за исключением ковровой щетки. Конечно, она была не айс, но она была и даже волосы с ковра собирала. Может, производитель решил, что увеличение мощности достаточно для решения проблемы с коврами? Или наоборот, понял, что бессмысленно позиционировать моющий пылесос в контексте сухой уборки? Ответ на этот вопрос мы узнаем ближе к концу ролика. А пока разберемся, как изменился дизайн пылесоса. Стиль все тот же, фирменное сочетание серого и красного. Такой корпус выделяется на фоне безликих пылесосов Xiaomi и не требует постоянного протирания тряпочкой. Грязь на сером пластике почти незаметна. Моторный блок от базовой версии отличается только надписью Ultimate. В остальном то же самое. Бак для чистой воды сделан в виде фляги из прозрачного пластика. Чтобы залить воды, нужно выкрутить крышку с дозатором. Отверстие большое, удобно набирать под краном. Заполненный бак садится в разъем наверху с помощью фиксаторов. В соседний разъем с характерным щелчком устанавливается штанга. Бак для грязной воды находится ближе к рабочему блоку, чтобы сократить длину воздуховода и повысить эффективность всасывания. Да, мистер Уайт, наука рулит! Пылесборник такой же, как у обычного F16. Продолговатая колба и сверху блок с фильтрами. Вода проходит по трубке и выливается на дно контейнера. Уровень наполнения контролируют электроды. При достижении предельно допустимого уровня пылесос отключает мотор и просит освободить пылесборник. Клеммы наверху помогают отследить наличие контейнера. В съемной рамке находится HEPA-фильтр и сетка предварительной очистки. Их можно промывать под краном, нужно только тщательно высушить. На задней панели дополнительная транспортировочная ручка и выпускная решетка. Аккумулятор стал мощнее. Теперь он выдает 4000 мАч. Прямоугольное гнездо вставляем в пылесос. Круглое нужно для зарядки на станции. Устанавливается быстро и легко. Для удобства извлечения предусмотрены фиксаторы. Здесь все более-менее привычно, а вот рабочий блок выглядит поинтереснее. Он полностью разбирается, чтобы можно было спокойно почистить его. Чтобы снять крыло, нужно зажать красные фиксаторы и потянуть вверх. Обратите внимание, его сделали коротким, чтобы валик вплотную работал у стен. На внутренней стороне крыла предусмотрен патрубок, который равномерно распределяет жидкость по валику через 8 отверстий. Рабочий блок асимметричный. Валик смещен максимально вправо, чтобы лучше собирать мусор по краям. Для этой цели сбоку даже добавили дополнительные кисточки. Чтобы снять валик, нужно нажать на кнопку и потянуть за кольцо. Сам по себе валик традиционный, средней мохнатости. В рабочем блоке наблюдаем сопло для подачи воды. Скорее всего, под ним установлен насос. Металлическое ребро жесткости с небольшими зубчиками. Они должны счищать волосы с валика. Резиновый скребок, собирающий с пола остатки жидкости. Сборка и разборка рабочего блока не вызывают вопросов, все просто и интуитивно понятно. На подошве имеются большие прорезиненные колеса, опорные ролики и датчик пола, который активирует ультрафиолетовую лампу. Даже если у вас самые большие микробы, F16 Ultimate по-любому обезвредит их. Если вы пользуетесь моющими средствами, которые в неразбавленном виде делают дырку в ламинате, подложке и бетонной плите, самое время стать более экологичным. Ультрафиолетовая лампа аккуратно обезвредит любые микробы, и при этом она совершенно безопасна для домашних обитателей, поскольку включается только когда рабочий блок прижимается к полу. Зарядную станцию тоже усовершенствовали. Здесь появилась панель управления с таймером от получаса до 2 часов. В течение выбранного времени станция будет продувать воздух через прорези и таким образом сушить валик. Каждый раз выставлять таймер не обязательно. Он запомнит последнее действие и включится автоматически при установке пылесоса на базу. В остальном стандартно: штекер под шторкой и разъем для адаптера на задней панели.
Для управления, как и раньше, служит удобная рукоять с двумя кнопками и рычагом. Запускать мотор и переключать режимы можно одной рукой. Вы удивитесь, на что способен ваш большой палец. Ведь он может ставить очень мощные лайки. Сейчас самое время показать силу большого пальца, а указательный пускай регулирует подачу воды. Производимая манипуляция отображается на дисплее. Выбранный режим, ультрафиолетовая лампа, время работы, заряд аккумулятора и сервисные индикаторы. Например, если закончилась вода или заполнен пылесборник. Но пора уже перейти к тестам. Сперва я просто сделал уборку в доме. Посмотрите, какой ужас удалось собрать за каких-нибудь 10 минут. А я думал, в квартире чисто. Всего же ультимативный мойщик отработал 45 минут, что в 1,5 раза больше, чем у базового F16. Уровень шума тоже заметно возрос. В пределах 76-77 дБ. В теории это объясняется увеличенной силой всасывания. А вот как это выглядит на практике, попробуем выяснить. С щелевым тестом F16 Ultimate справился хорошо. От 2 до 6 мм зачистил полностью, кое-где вытянул из 8 и даже из 10 мм. Чтобы собирать жидкости такой мощности более чем достаточно. Но хватит ли ее для сухой уборки? Экстрим-тест на ламинате пылесос завершил успешно. За 3-4 прохода собрал все виды соринок, начиная с песка, заканчивая наполнителем. Отдельно хочу отметить эффективную работу вдоль стен. Достаточно провести насадкой один раз, и там будет совершенно чисто. Немного соринок остается только в углах, что характерно для большинства моющих пылесосов. По ковролину F16 Ultimate идет плавно и легко. Не нужно прилагать никаких усилий, из-за чего создается впечатление, что он слабо сосет. Но по факту пылесос хорошо вытягивает мелкий мусор и подбирает шерсть с поверхности, даже без ковровой щетки. По качеству уборки вдоль стен, если не лучший мойщик, то уж точно один из. Однако на среднем ковре увеличенная мощность не спасает. Валик просто не может прочесать длинный ворс, оставляет соринки по всей площади. На таких коврах данный пылесос бесполезен, что вполне ожидаемо. Лучше посмотрим, как мойщик проявит себя при исполнении основных обязанностей. Кофе, молоко и сок собирает с первого прохода, так же как и предшественник. Предсказуемый тест. Чтобы усложнить задачу, добавим немного майонеза и кетчупа. Но Atwell не заметил разницы, опять все собрано с одного проезда. Яйцо с кусками скорлупы собирает без подъема насадки, одно из преимуществ высокого крыла на рабочем блоке. Ну и как обычно, доширак-тест. Здесь тоже проблем не возникло, аппетит у пылесоса отличный. Но, скажем честно, собирать с пола лапшу придется нечасто, а вот с грязным полом иметь дело приходится едва ли не каждый день. Владельцы больших собак понимают, что я имею в виду. Грязь пылесос отмывает хорошо, но после 2 проходов остаются разводы, поэтому приходится делать по 3-4 прохода дополнительно. Однако результат стоит затраченных усилий. Просто сравните состояние стенда до и после. Присохшего кофе оказалось многовато, поэтому пришлось сделать на пару проездов больше, чем следовало, но стенд снова блестит, и это главное. То же самое можно сказать и о присохшем соке. Как видите, загрязнение серьезное, особенно на белом покрытии. Но нашему пылесосу все под силу. Немного повозить вперед-назад, и ни следа не осталось. Однако впереди самый убойный, я бы сказал, криминальный тест. Судя по пятнам на полу, здесь была убита банка кетчупа. Посмотрим, справится ли F16 Ultimate. На каждом участке пришлось отмахать раз по 40, но здесь мы смотрим не на затраченное время, а на результат. Пылесос отмыл поверхность до идеального состояния, хотя большинство конкурентов на это не способно. Осталось оценить качество самоочистки. Вот как выглядит контейнер после повторной, внимание, повторной уборки в доме. Валик тоже выглядит так, будто делал уборку на улице, а не в доме. Особенно меня порадовало количество шерсти. Руками вытягивать ее пока не буду, пусть мойщик покажет себя. Самочистка происходит в несколько этапов и напоминает цикл работы стиральной машины. Звучит это примерно так. В общей сложности самоочистка длится 2 минуты, и это дольше, чем у любого пылесоса, бывавшего в лаборатории Быстробот. Посмотрим результат. Валик стал заметно чище, что, в общем-то, видно по цвету жидкости в пылесборнике. Шерсть из раструба практически исчезла, остался только мелкий мусор. Учитывая, какие тесты проходил F16 Ultimate, я бы сказал, результат выдающийся. Теперь Валик будет вращаться еще 2 часа, пока не закончится просушка.
Кстати, я проверил. В конце он действительно становится сухим. Система работает. Подведем итоги. Atwell F16 Ultimate не утратил достоинств предшественника. За исключением ужатой комплектации. Подача воды регулируется на лету. Можно переходить с ковра на гладкий пол и обратно. Пылесос хорошо собирает мелкий мусор и отмывает самые суровые загрязнения, такие как прилипший к полу кетчуп. При этом Atwell F16 Ultimate получил новое преимущество. Он работает 45 минут, поэтому подойдет для больших домов. Валик смещен в сторону и теперь лучше промывает вдоль стен. Но самое главное, F16 Ultimate полностью себя обслуживает. Качество самоочистки заметно возросло, и досушивать валик на батарее теперь не нужно. С этой задачей справляется встроенная система просушки. По сочетанию цены и качества Atwell F16 Ultimate лучший моющий пылесос из тех, что бывали в лаборатории Бестробот. Для плитки и ламината, особенно с большой собакой и частой готовкой на кухне, вариант просто отличный. На этом у меня все. Если уже являетесь счастливым обладателем пылесоса Atwell, расскажите, как он вам. Не забывайте жать лайки, подписывайтесь, если не подписаны, и заходите в телеграм-канал Бестробот. А пока и до новых встреч!